Александр Дугин – 62-летний российский ученый-философ. Он прожил всю жизнь в Москве, в молодости был антисоветским диссидентом, а теперь известен во всем мире, во всяком случае в англоязычной прессе, как, цитирую, «мозг Путина». Но здесь, в России, он не политическая фигура, а, опять же, философ. И его идеи глубоко оскорбительны для некоторых людей. В августе 2022 года его единственная дочь была убита в Москве в результате взрыва заминированного автомобиля. Американская разведка утверждает, что она была убита украинским правительством, и мы принимаем это за чистую монету. Но что интересно, Александр Дугин не военный лидер, не близкий советник Владимира Путина. Он писатель, который пишет о больших идеях. И за это его книги были запрещены администрацией Байдена в Соединенных Штатах. Вы не можете купить их на Amazon. Запрещая книги в Соединенных Штатах, потому что идеи, содержащиеся в них, слишком опасны. В англоязычной прессе его часто называют ультраправым. Мы позволим вам оценить это. Но мы хотели поговорить с ним о некоторых его идеях, которые настолько опасны, что из-за них была убита его единственная дочь, а его книги запрещены в Соединенных Штатах. Поэтому мы рады, что он присоединился к нам. Господин Дугин, большое спасибо. Спасибо за приглашение и добро пожаловать в Москву. Конечно, спасибо. Мы разговаривали вне камеры. На самом деле у нас был разговор, который мы не собирались снимать, просто было интересно с вами познакомиться. Но то, что вы сказали, было настолько интересно, что мы взяли пару камер и сняли это вместе. И мой вопрос к вам был таким. Что, по-вашему, происходит в англоязычных странах? И я сказал, что все они, Соединенные Штаты, Канада, Великобритания, Новая Зеландия, Австралия, все разом решили повернуть, казалось, повернулись против себя. У вас был большой переполох, и поведение некоторых из них выглядело очень саморазрушительным. И как вы думаете, как наблюдатель, откуда это взялось? Я могу просто предположить, выразить свое видение этого. Это требует некоторого терпения. Я думаю, что все началось с индивидуализма. То есть индивидуализм – это неправильное понимание человеческой природы, природы человека. Когда вы отождествляете индивидуализм с человеком, с человеческой природой, вы обрываете все связи со всем остальным. Таким образом, у вас возникает совершенно особое представление о субъекте, философском субъекте, как об индивидууме. И все началось в англосаксонском мире с протестантской реформы и с номинализма. До этого номиналисты считали, что не существует идей, есть только вещи, только индивидуальные вещи. Так что индивид – это было ключевое и остается ключевым понятием, которое было поставлено в центр либеральной идеологии. А либерализм, в моем понимании, это своего рода историко-культурный и политико-философский процесс освобождения индивида от любого рода коллективной идентичности. Коллективной или которая выходит за рамки индивидуальной. И это началось с отказа от католической церкви как коллективной идентичности, от империи, Западной империи как коллективной идентичности. Затем это был бунт против национального государства как коллективной идентичности в пользу чисто гражданского общества. После этого произошла большая борьба XX века между либерализмом, коммунизмом и фашизмом. И либерализм снова победил. А после распада Советского Союза остался только либерализм. И Фрэнсис Фукуяма правильно заметил, что больше нет никаких идеологий, кроме либерализма. А либерализм – это освобождение индивида от любой коллективной идентичности. Было только две коллективные идентичности, от которых можно было освободиться. Гендерная идентичность, потому что это коллективная идентичность. Вы мужчина или женщина коллективно, поэтому вы можете быть одиноки. Итак, освобождение от гендера привело к появлению трансгендеров, ЛГБТ и новой формы сексуального индивидуализма. То есть пол стал чем-то необязательным. И это было не просто отклонение от либерализма, это был необходимый элемент реализации, и победитель
этой либеральной идеологии. И последний, еще не до конца сделанный шаг – освобождение от человеческой идентичности. Человечество не обязательно. И теперь мы выбираем, или вы на Западе, вы выбираете пол, который хотите, как хотите. И последний шаг в этом процессе либерализма, реализация либерализма будет означать именно необязательность человека. То есть вы можете выбрать свою индивидуальную идентичность, быть человеком, не быть человеком. И у этого есть название: трансгуманизм, постгуманизм, сингулярность, искусственный интеллект, Клаус Шваб, Курцвейл или Харари. Они открыто заявляют, что это неизбежное будущее человечества. Итак, мы прибываем на историческую конечную станцию, которую мы, наконец-то, 5 веков назад сели в этот поезд, и теперь прибываем на последнюю станцию. Таково мое прочтение. И когда все элементы, все фазы этого, вы разрываете традицию с прошлым, то есть вы больше не протестант, вы светский, атеист, материалист, вы больше не национальное государство, которое служило либералам для освобождения от империи. И теперь национальное государство становится, в свою очередь, препятствием. Вы освобождаетесь от национального государства. В конце концов, семья разрушается в пользу этого индивидуализма. И последнее – пол, который уже практически преодолен. Пол не обязателен, и гендерная политика есть только один шаг, чтобы прийти к концу этого процесса освобождения, либерализма. Это отказ от человеческой идентичности как чего-то предписанного. Итак, быть свободным, быть человеком, иметь возможность выбирать, быть или не быть человеком, и это повестка дня, политическая, идеологическая повестка завтрашнего дня. Вот почему, как я вижу, англосаксонский мир, о котором вы спрашивали. Я думаю, что это просто авангард, одно слово этого процесса. Потому что все началось с англосаксонского эмпиризма, номинализма, протестантизма. И теперь вы впереди, как англосакс, более преданный либерализму, чем любой другой европеец. Так что то, что вы описываете, явно происходит, и это ужасно. Но это не то определение либерализма, которое я имею в виду, когда называю себя, как мы говорим в США, классическим либералом. То есть вы считаете, что либерализм – это свобода личности и выбор от рабства, верно? Так что в моем детстве мы представляли себе варианты. Индивидуум, который может следовать своей совести, говорить то, что думает, защищать себя от государства, против статизма, тоталитаризма, воплощенного в правительстве, против которого вы боролись в советском правительстве. И я думаю, что большинство американцев думают именно так. В чем же разница? Очень интересный вопрос. Я думаю, что проблема заключается в двух определениях либерализма. Есть старый либерализм, классический либерализм и новый либерализм. Так вот, классический либерализм выступал за демократию. Демократия понималась как власть большинства, консенсуса, индивидуальной свободы, которая должна как-то сочетаться со свободой других. И вот теперь мы имеем совершенно следующую станцию, следующую фазу – новый либерализм. Теперь речь идет не о власти большинства, а о власти меньшинств. Речь идет не о свободе личности, а о вакеизме. То есть вы должны быть настолько индивидуалистичны, что должны критиковать не только государство, но и старое понимание личности. И теперь вам предлагается освободиться от индивидуализма, пойти дальше в этом направлении.
Так, однажды я разговаривал с Фрэнсисом Фукуямой по телевизору, и он сказал, что раньше демократия означала правление большинства, а теперь это правление меньшинства против большинства. Потому что большинство может выбрать Гитлера или Путина, поэтому нам нужно быть очень осторожными с большинством, и большинство должно быть взято под контроль, а меньшинства должны править большинством. Большинство — это не демократия, это уже тоталитаризм. И сейчас мы говорим не о защите свободы личности, а о предписании быть бодрствующим, быть современным, быть прогрессивным. Это не ваше право быть или не быть прогрессивным. Это ваш долг — быть прогрессивным, следовать этой повестке. Итак, вы свободны быть левым либералом, вы не более свободны быть правым либералом, вы должны быть левым либералом, и это своего рода долг, это предписание. Итак, либерализм на протяжении своей истории боролся против любого рода предписаний, и теперь, в свою очередь, стал тоталитарным, предписывающим, а не свободным, каким он был. А вы считаете, что это было неизбежно, этот процесс? Это всегда должно было произойти? Я думаю, я вижу здесь некую логику, причем логику, которая не является просто извращением или отклонением. Вы начинаете с одного, вы хотите освободить личность, когда вы доходите до точки, когда это возможно, это реализовано, значит, вам нужно идти дальше. И вы начинаете освобождаться на этот раз от старого понимания личности в пользу более прогрессивной концепции. Так что вы не можете остановиться на этом, таково мое видение. Поэтому, если вы скажете, что предпочитаете старый либерализм, они скажут: прогрессисты. Они скажут, что дело не в старом либерализме, а в фашизме. Вы защитник традиционализма, консерватизма, фашизма. Так что остановитесь здесь. Либо будьте прогрессивным либералом, либо с вами покончено, либо мы вас отменим. Вот что мы наблюдаем. Ну, это, конечно, то, чем мы живем, и видеть, как самопровозглашенные либералы запрещают вашу книгу, которая не является руководством по изготовлению бомб или вторжению в Украину, это, знаете ли, философские работы, говорит о том, что это, конечно, не либерально в любом смысле. Однако мне интересно, когда вы достигаете точки, когда человек уже не может освободиться ни от чего, когда он просто перестает быть человеком, какой следующий шаг после этого? Это во многом описано в картинах, американских картинах, фильмах. Так что я думаю, что, знаете, все научные фантазии, почти все из XIX века, были реализованы в реальности в 20-е годы. Так что нет ничего более реалистичного, чем научная фантастика. А если взять «Матрицу» или «Терминатора», то у вас есть столько более или менее совпадающих версий будущего с постчеловеком или необязательностью человека или искусственным интеллектом. Голливуд снял много-много фильмов, я думаю, они правильно отображают реальность близкого будущего. Так, например, если мы рассматриваем человека, человеческую природу как своего рода разумных животных, то вы могли бы, теперь с нашими технологиями, вы могли бы производить их, так что вы могли бы создавать разумных животных или комбинировать их, или конструировать их и искусственный интеллект, сильный искусственный интеллект, нейронная сеть, плюс огромная база данных — это своего рода король мира, я бы сказал, который мог бы не только манипулировать, но и создавать реальности, потому что реальности — это просто образы, просто ощущения, просто чувства. Поэтому я думаю, что постгуманистический футуризм — это не только реалистическое описание очень возможного и вероятного
будущего, но и своего рода политический манифест. Так что это не то, чтобы выдавать желаемое за действительное, и тот факт, что у вас нет So it is not, that is kind of wishful thinking. And the fact that you have no светлого традиционного будущего, описанного в фильмах. Я не знаю ни одного фильма о будущем на Западе, снятого о возвращении к традиционной жизни, процветании, многодетных семьях. Все очень-очень в тени, очень черное. Так что если вы привыкли красить все в черный цвет, а будущее, особенно так это черное будущее, однажды наступит, и я думаю, что это факт, что у нас нет другого выхода, либо матрица, либо искусственный интеллект, либо что-то еще, либо терминатор, так что выбор уже за пределами человечества, и это не просто фантазия, я думаю, это своего рода политический проект, и его легко представить, потому что мы видели фильмы, они следуют более или менее близко этой прогрессивной, я бы сказал, повестке дня. Because we have seen the films, they follow more or less close this progressive, I would say, agenda. Итак, я не задавал вам вопросов о России или российской политике и не собираюсь, потому что мне кажется, что так интересно увидеть вашу точку зрения на страны, в которых вы не живете, потому что мы получаем представление, как мне кажется, от взглядов посторонних. Мой последний вопрос к вам. Как вы объясняете замеченный мною феномен, когда на протяжении более 70 лет группа людей на Западе и в Соединенных Штатах, либералы, эффективно защищали советскую систему и сталинизм, а многие лично участвовали в сталинизме, шпионили для Сталина, поддерживали его в наших СМИ. В 2000 году они любили и Бориса Ельцина, потому что он был пьян, но в 2000 году руководство этой страны сменилось, и Россия стала их главным врагом. Так что после 80 с лишним лет защиты России они ее возненавидели. Что это было? Почему произошла такая перемена? Я думаю, что, во-первых, Путин традиционный лидер, поэтому Путин, придя к власти, с самого начала начал выводить нашу страну, Россию, из-под глобального влияния, поэтому он начал противоречить глобальной прогрессистской повестке дня, а эти люди, которые поддерживали Советский Союз, они были прогрессистами и сейчас являются прогрессистами. Поэтому они почувствовали, что теперь они имеют дело с человеком, который не разделяет эту прогрессистскую повестку дня и который пытался и с успехом восстановить традиционные ценности, суверенитет государства, христианство, традиционную семью, что не было заметно с самого начала извне. Но когда Путин все больше и больше настаивал на этой традиционной повестке дня, я бы сказал, на особенности и специфике русской цивилизации, на каком-то особом типе видения мира, который имел и имеет сейчас очень мало сходства с прогрессистскими идеалами. Поэтому я думаю, что они обнаружили, они определили в Путине именно то, чем Путин является. То есть он своего рода лидер, политический лидер, защищающий традиционные ценности, поэтому совсем недавно, год назад, Путин издал указ о политической защите традиционных ценностей. Это был поворотный момент, я бы сказал, но наблюдатели из прогрессивного лагеря на Западе, я думаю, понимали это с самого начала его правления. Правильно? Правильно. Поэтому эта ненависть не просто случайность, что-то случайное, какое-то настроение, это не так. From the progressive camp in the West, I think they have understood that from the beginning of his rule correctly. So this hatred
is not just casual, something casual or some mood. It is not. Это не случайно, это очень серьезно. Так что это метафизика. Так что если ваша главная задача и главная цель – разрушить традиционные ценности, традиционную семью, традиционные государства, традиционные отношения, традиционные убеждения, а кто-то с ядерным оружием, что не самый маленький, но не самый последний аргумент, кто-то с ядерным оружием, чтобы крепко стоять на защите традиционных ценностей, вы собираетесь отменить. Я думаю, что у них есть какая-то основа для этой русофобии и ненависти к Путину. Так что это не просто случайность, это не какой-то иррациональный переход от советской симпатии к фобии России. Это что-то более глубокое. Я бы сказал, это мое предположение. Это явно что-то более глубокое. Мы посчитали важным, чтобы ваши идеи прозвучали на английском языке в Соединенных Штатах, просто потому, что мы верим в открытое обсуждение идей, наверное, мы либералы. Поэтому мы благодарны, что вы нашли время. Господин Дугин, спасибо. Большое спасибо. Свобода слова – это нечто большее, чем какой-то один человек или какая-то одна организация. Общества определяются тем, что они не признают. То, что мы наблюдаем, это полная инверсия добродетели. Перевод YouTube-канала «Антидиктатор Вики». Пожалуйста, окажите нам поддержку. Поставьте лайк, подпишитесь на канал. Напишите в комментариях к видео, что еще вы хотели бы увидеть. Помогите распространить это видео. Способы поддержать нас финансово или участием перечислены по ссылке в описании. Перевод является частью инициативы по продвижению антивоенных и российских оппозиционных видео на глобальную аудиторию. Спасибо за просмотр.